Здравствуйте! Сегодня я буду печь коржики, как в наше детство было. Бабушки нам делали и в магазинах, а в школе аж дрались в очередях за этими коржиками. За это нам нужно масло сливочное 250 грамм. Ну, это орехи для обсыпки. Одно яйцо идет у нас в тесто, одно яйцо для смазки. Чайная ложка разрыхлителя, пачечка ванилина, 150 грамм сахара и 2,5 стакана муки. Сейчас мы соединим масло, сахар, яйцо, ванилин сюда же. И пакетик ванилина. Чайная ложечка разрыхлителя. Так, сейчас это мы смешаем. Мы вот сейчас это все ингредиенты в однородную массу смешаем. Хорошо прямо. А потом будем помаленьку добавлять муку. Не сразу всю высыпем, 2,5 стакана, а понемножку будем добавлять и вмешивать. Масло более-менее все это сделали хорошо. Добавили и будем теперь вмешивать муку. Итак, всю муку здесь у меня 2,5 стакана муки. Нужно хорошо это вмешать, чтобы оно вообще не прилипало потом ни к рукам, ни к стенкам посуды. Так, будем смешивать. Сейчас маленько смешаем ложкой, а потом все будем мешать руками. Так, теперь еще добавляем. И опять вмешиваем. Оно у нас получится песочное тесто. Ну а теперь можно и руками дальше мешать, потому что ложкой уже тяжело мешать. И опять же помаленьку добавляем, не все, и вмешиваем. Может, у кого есть и специально комбайн замешивать тесто, тем, конечно, легче. Но у меня комбайн — это мои руки. Так, сейчас еще добавляем. Я высыпаю все. И теперь все хорошо вымешиваем. Ну вот я вымешала, но уже и к посуде не пристает, и к рукам не пристает. Все хорошо вымешалось. Теперь мы накроем наше тесто. Целлофаночка у меня чистенькая, новенькая. Так что так вот накрываем и отправляем в холодильник на 30 минут. У нас постоит 30 минут и будем с вами раскатывать. Наше тесто готово. Простояло полчаса. Теперь мы его достаем. Маленечко обминаем в муке. И сейчас будем раскатывать. Но сейчас, пока пусть полежит, мы разобьем одно яйцо. Это чтобы смазывать яйцо.
Можно добавить ложечку водички, можно ложечку молочка. Добавляем ложечку молочка. И это мы сейчас взобьем и будем коржики смазывать. Все это мы приготовили для смазки коржиков. Теперь берем маленечко теста. Вот так вот. Будем раскатывать тесто, но не тонкое. Так вот, небольшими. Не совсем тонкое, миллиметров 5-7 оставляем. И вот у меня кружка. Больше ничего такого я не нашла подходящего. И вырезаем кружки. Так. Теперь у меня такая штучка. Яблоки серединки удалять. И раз. И получается дырочка в серединке. Вот. Теперь мы эти... Сейчас поставим поближе. Было удобно. Делаю так. Кладу на руку, так как будет это удобнее. Смазываю яйцом. И вот так. Раз. В орешки. И готово. Отправляем на лист. И так все. Сейчас раз. Так же опять. Так. Оп. Чуть-чуть придавливаю, чтобы прихватилось. И на лист. Так. О. Прям так вот делаю. И кто хочет, может посыпать орешками сверху, так, а потом придавливать. Ну, мне удобнее прямо в тарелочкой. Орешки почищены, обжаренные, почищенные и толченые. Я толку, кто режет ножом, кто-то. Я толку их так, чтобы, но не сильно, чтобы они не были сильно мелкими. Все это опять собираем и будем заново раскатывать. Вот я еще отломила тесто, собрала остатки от того. И сейчас мы раскатаем. И снова наделаем кружочки. Можно потолще, кто не любит сильно, чтобы были засушенные. Можно прямо потолще сделать, конечно, эти коржи. Можно потоньше, кто любит, прям, чтобы хрустящие были, как сухарики. У каждого свой вкус. И на свой вкус можно определить толщину. Все, и заново продолжаем обмазывать и в наши орешки и на лист.
так все тесто. Все коржички выложили на лист, а духовка у нас за это время разогрелась до 180 градусов. И сейчас мы отправляем их в духовку на 15 минут. Наши коржики жарились в пределах 15 минут, 13-15 минут. Все, готовы. Очень вкусные, приятного аппетита.